Хорошо, Виктория, я посчитаю от 3 до 1. Ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Да, хорошо. Сейчас отсоединись от всех и всего. Мгм. И на счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Оли. 1, 2, 3. Оля. М. Да, я ее вижу. Она проявилась, и вижу, что у нее, где голова, как будто бы э, запечатана считывается, как два столба, вот такие черные. И когда она хочет повернуть голову, оно ей мешает. Они вот так вот вверх входят, а потом образуют такой черный круг, получается, и сомкнуто, и получается какой-то символ. Мгм. Что-то он мне напоминает. Да, и что это за символ? Ш- Я вижу укол, как будто бы на руке укол. И так, боль, Мгм. и капля крови такая, и а, подключка идет в сектор магии. А сейчас я смотрю на Олю Мгм. и вижу, что вот эти полоски черные, они вот так как будто бы становятся прозрачные, как ледяные, и как два лезвия, вот так вот. Здесь прямо вижу ее позвоночник, косточки, а оно вот так вот продевает, как две стенки. И вот это символ какой-то. Вот так вот. М. Как будто бы круг, а в кругу два... Но это все объемно. Две такие пластины. Вот отсюда где-то, вот отсюда вот идут Ага. вот так вверх черные, а здесь вниз такие прозрачные, как стеклянные стенки две. Вот. И вижу, что вот из сектора магии как будто бы какая-то рука невидимая, ее даже почти не видно, только вот кисть потом проявляется. Такая точечка там есть, и такая кисть вот сюда пытается как бы такое крылышко прозрачное прицепить, как у термитов. Мгм. Но оно такое маленькое, вот сюда, вот так вот пытается прицепить. И я вижу, что в секторе магии есть, считывается колдун. Так, понятно. Так, Виктория, от этой ситуации отсоединись, вернись к эфирному телу Оли. Да, Считай ее эфирной ДНК. Оля ли это? да, это она, я даже ее голос слышу. М, Мгм. Вокруг нее такие как будто бы змеи. Прямо вижу их. Они такие, как шевелятся, и они из сектора магии. А я их вот так вот руками забираю, а она так стоит, вот так вот руки как будто бы прижаты, потому что здесь эти пластины. Она вот так как-то вот и смотрит. И вот Мгм. это крыло какое-то, как у термита, как у этой самки муравьиной. Вот мне Мгм. шло этот муравей. Не зря этот муравей шел мне сегодня. Так. А что это за змей, который ты А отодвинула? давай Не разрешение мешает тебе? спросим. Мне ничего не мешает. Хорошо. Я Это неуязвимая, мне так и идет. То есть я отлично. нейтральная. Это хорошо.
Обратись к Оле и спроси у нее, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. Да, она разрешает. Мгм. Так, считай, что это за змеи? Я слышу уход в прошлое. Они, когда я вот это их поубирала, они растворились, и их вот эти тела как будто бы размазались. Но уходят они в сектор интерферентов. Считывается глобальное пространство человеческого разума. Вот они как будто бы вот так растворились, и только вижу такие расплывчатые, ну, как будто бы их кожу вот так вот снял, и Мгм. такие вот вижу узоры, но они вот так вот все как неживые уходят. Считывается, что экспансия человеческого разума, то есть общего коллективного сознательного. Экспансия куда? О, Так, пошло на да. Олю. То есть с правой стороны, как такая стрелка черная, то есть идет, считывается внимание колдунов, вот эта стрелка. И в секторе магии я вижу, буквально считывается кучка колдунов. Мгм. Так. Осмысленный резерв человеческого сознания, осмысленный выбор. И там же это какая-то капля крови. Мгм. Так. Что привлекает этих колдунов? По какой причине они, что есть в поле, к чему они притягиваются? Сейчас я увидела такую ладонь Оли, Так. ладонь, и она вот так вот опускается, вот здесь, с правой стороны, это метафора, вот так опускается, и здесь вот вижу такое черное пятно, как насквозь, даже не пятно, а как стержень, как будто бы она опускает руку на этот стержень, и он вот так вот, когда она опустила полностью, то как будто бы кнопка нажалась, и сирена пошла, загудела, все так. Сигнальная Мгм. система человеческого разума. Сейчас я заморожу это все, потому что она так орёт, эта сирена. Хорошо, останови все это на паузу. Да, сейчас я посмотрю. И Так. она, я вижу, сейчас я это все заморозила, а Мгм. Оля достает, а в руке такая игла, как будто бы стеклянная, ледяная в руке прямо считывается согласие быть преемницей, преемницей Мгм. колдовской династии. Связь четырех. Да, снова эти. Да. И Так. этот образ этой штуки, как иглы, оно выглядит как игла сверху, а внутри я вот так посмотрела, оно пустота черная внутри, вихрь такой, там энергия вот так вот именно идет вихрь. Сейчас я посмотрю, куда. Он вниз. Считывается эгрегориальная структура магии, магическое мышление, то есть вся вот это творение по магическому образцу, по магическому пути всего человечества, оно собралось в такую, считывается как емкость, и имеет вид такого черного шара. И я вижу, что внутри этого шара крутится красивая планета, Земля, а вокруг такой, считывается, саркофаг магии, такая черная пелена, как саркофаг. Мгм. Вот эта планета, которую ты видишь, она обозначает что? Что это за энергия? Земля.
считывается падшая планета. Мгм. Так, а где Она она находится? выпала из, из процесса творчества, считывается. Тут я вижу как светлый разум и такой свет, и как будто бы лица человеческие такие спокойные, благородные, а земля как будто выпала из этого облака творения светлым разумом. Так, и куда она попала? Что это за пространство? Я вижу, что сейчас от нее Мгм. внизу идет вот как копия, как у Оли такая вот на руке. Ну, оно, ну, как подставка, можно сказать. Она двигает рукой, и это за ней двигается. Вот этот вихрь такой черный внутри, а сверху как ледяное. И вот внизу наша планета точно так же, как будто бы на такой же штуке стоит. И там такие энергии, которые сильно ее тянут вниз. Сейчас я сама считаю, что это за пространство. Мгм. Считывается, что это хаос, безразличие. Потом очень тяжелые энергии, такие как, скажем, не сильно там соединяюсь с этим, ну, как грусть, печаль и такое уныние и серость. Мгм. Считывается творение колдунов. И подключка пошла к такой платформе и в секторе магии. И там вот эти. Сейчас считывается, я прямо услышала, что говорила Оля, 5 колдунов. Я их не вижу, я вижу просто такие фигурки. А действительно их 5. Мгм. И они вокруг стоят таким, как эллипсом, вокруг чего-то стоят. И когда они стоят, то вот этот эллипс, как будто бы стол такой, да, а над этим эллипсом вот этот символ стоит. Вот такой же, как у Оли. А Мгм. вот отсюда черные вот так вот. И это символизирует падшего ангела, демона власти над планетой Земля. И звучит его имя, Так, которое зеркалится. Зеркалится это имя. то есть, э, ты имеешь в виду Люцифер? Люцифер, а его имя зеркалится в других, как бы вот так вот разделяется и зеркалится, но звучит уже по-другому. То Сейчас есть оно имеет такие же вибрации? оно проявление имеет, оно как в зеркалах отражается. Вот Ваал, Мгм. потом я вижу этот Папа Римский сидит, потом эти пляшут, ноги вот так вот поднимает, и вот так вот под ногой показывает реальности. Шива. Мгм. Вот. И таких вот прямо считывается миллионы. Миллионы отзеркаливания, то есть вот эти а, магические ритуалы, мышление это, да, то есть оно считывается как извращение. И вот в общем это одно и то же, то есть как Люцифер, скажем так. А эти люди, которые представлены в пространстве Оли, они вот Так. их 5. Мгм. А она считывается как соучастник. Мгм. И вот это у нее, где рука, вот такой-то тут точка входа в магическую реальность. Вот ее решение, там есть контракт вот здесь. Мгм. Когда она нажимала, что-то произошло.
Виктория, посмотрим, что это было за событие, когда Оля а, была, стала соучастником этого процесса магического творения. Что с ней произошло? Посмотри это событие. Сейчас я вижу, но пока сейчас я вижу, как будто бы траурная процессия идет медленно, так, такой сущность идет, как в черном покрывале. И как будто бы из живота что-то толкает перед собой, и вот как этот стол такой вытянутый, ну, такой как эллипс. И я вижу, а вокруг еще эти идут. И Колонны. спереди несут. То есть Мгм. получается как два столба. Сзади один, а спереди один. И по бокам здесь двое идет, и здесь один. Справа один кто-то идет, а тут двое. И идут такая, как процессия. И я вижу, как будто бы это в эфирном плане, но также это как будто бы и на физике. Какой-то замок старинный. Я вижу стены, и они так вот это опускаются по ступеням вниз, а потом этот, который с правой стороны, Мгм. Сережа, он берет, и у него клинок такой в руке, и в сердце вот так чух, чух, чух. И я вижу сейчас, что это девушка. Я вижу, она в белом таком платье, как будто покрывало. Оно вот так ложится на ее тело, повторяет форму тела. И я вижу ее босые ноги. Вот я из-за спины этой сущности смотрю. Сейчас я потом посмотрю, кто Мгм. это. И босые ноги, и на ногах такая цепь. Белые ноги. Почему-то она вся Так. белая. Сейчас я посмотрю, кто это. Это Оля. Оно и звучит Оля. Мгм. Ритуал принесения в жи. Не буду говорить, чтобы YouTube там не это самое. Так. Вот это то, что ты сейчас видишь, это какой план? Эфирный или Это физический? эфирный план. На физике я вижу, Оля смеется, улыбается. Мгм. На физике был другой случай. Сейчас я посмотрю, что было. Слышу, ай, закрою дверь. И вижу, кто-то дверь вот так вот, как будто бы черным покрывалом пригвоздил. Сейчас какая-то женщина. Это тот случай, когда Оля говорила, вот она говорит, сейчас почищу твою квартиру, говорит, в дом, в дверь твою не зайдет никто, кроме меня, она говорит. И навешивает вот это черное покрывало. И в этот момент у Оли вот это, М. вот здесь как будто бы укололи. Сейчас я посмотрю, что Мгм. она в этот момент решила. Считывается отказ от собственной силы, угнетение прошлым. Это вот так звучит контракт. Мгм. То есть я вижу, Так. что у Оли был какой-то контракт магический, и в этот момент, когда она пригласила почистить, вот перенесение на физическую плоть. Мгм. То есть сила, когда человек хочет почистить свое пространство, он ощущает свое тело и воображает, то есть начинает ощущать свое пространство эфирное и задает команду. Да? Это мой фильтр, М. который пропускает в меня, в мой дом, в мое пространство только любовь, там, гармонию, все такое. То есть это так работает Творец. А вот это, когда Оля позвала эту, как ее зовут?
Сейчас я найду. Вообще имени не идет никакого. С- Такая Стефани. серая, нету имени пока никакого. Такая серая, как булыжка. Почему-то считывается булыжка, как камень такой, булыжник, Мгм. булыжка. А, и я вижу, Так. что она м, закрыла в это время проход, я слышу, в подсознание исцеления. Потому что Оля целитель. Ну, как мгм, каждый творец целитель, да, обладает целительной энергией. И в этот момент, когда она дала эту силу свою, и эта ее сила получилось, как бы ушла в прошлое воплощение к тому контракту, то есть это разрешение управлять ее реальностью, ушло к тому какому-то древнему контракту, мгм. там, где было вот это, ну, принесение. Так, Виктория, секундочку. На физике ты сидишь, повернись налево со своим креслом. Еще Еще, немножко. Еще немножко. еще. Вот все. Ты сейчас ровно. А, Мгм. да, Так, я укатилась куда-то ничего страшного. незаметно. Так, А, хорошо. Вот это древний контракт. Но мы к нему вернемся. В там со этот... стенами серыми, с каменными серыми стенами это связано. Я вижу эту серую кладку. Это Мгм, что-то важно, эти камни. И это Стефани, она тоже булыжником как бы мгм. превратилась в этого булыжника, имеет связь эту энергетическую. Так, хорошо. Значит, у нас событие есть в этом воплощении, когда Оля то есть попросила почистить её квартиру, Да, э, и это привело, то есть потянуло за себя этот древний контракт. да. Какое нам событие сейчас лучше развязать, Ну, рассмотреть? нужно понять все эти контракты, и когда она развяжет это, все Мгм. распадется. Сейчас, главное мне пришло. Сейчас. Так, что тебе Контракт пришло? этот древний. Сейчас я куда-то улетела, сейчас я вернусь. Мгм. Вернись, Виктория, к эфирному телу. Оля. Так, где-то там из этого туннеля звучало. Ну, Так. смысл как бы отдать а, предпочтение над своей жизнью в руки Люцифера. То есть вот этот магический ритуал, Мгм. который сделала Оля, разрешила сделать, соединил ее, и вот эта рука опять опускается, но уже этот звук как будто бы издалека, этот сигнал. То есть эта сигнальная система ее подсознания сработала, типа опасность, караул, связь с смертью, с Грегором смерти, с Мгм. люциферианским царством. И сейчас я смотрю и вижу вот эта планета Земля, кармическая ответственность получилась у нее за создание саркофага смерти, энергии смерти и магии вокруг Земли, планеты Земля. Там ее насчитывается как соучастник преступления против жизни. О, М. куда занесло. Так, понятно. Хорошо, с чего нам начать, Виктория, это разбирать? Ну, я сейчас нахожусь именно там, в этом пространстве, в этом саркофаге над планетой Землей. Они, естественно, перебрасывают на нее свою карму, а она, там ее энергия, она там как замороженная лежит, считывается древний подсознательный контракт, Мгм. и вот эти стены, я вижу, ступеньки вниз, принесенная.
Да, хорошо. А спросил ли, где ее разрешение, чтобы ее туда проводили над ней этот ритуал, перебрасывали на нее карму, где ее Она такая разрешение? молоденькая, ей 16 лет или 14. Мгм. Как-то идет 16 и 14 одновременно, странно. Может быть, да. И она показывает, что вот так, где первая чакра у нее, она достает такой черный, вот такой же, как здесь, шарик. И там считывается, как дала согласие на погребение себя живой. Но я вижу вот этот момент, она сопротивляется. А как Мгм. она Она сопротивляется, и у нее она пытается вырваться, и вот так вот головой мотает, а во рту кляп, и она привязана к этому столу. И и руки связаны вот так вот за руки, и так вниз, где под столом завязано, и ноги привязаны. Мгм. Так, Сейчас я это... посмотрю, что в момент этого происшествия она какой контракт, согласие. Я вижу, Мгм. появляется вот этот опять же треугольной формы этот портал, как Мгм. треугольник вот такой. Тот, который вот как в руке был, только перевернутый. И вот я иду туда. Считывается, Так. что ее сознание в этот момент было, ну, как бы засосало вот, Мгм. внутрь. Считывается глобальной проституцией против себя. То есть вот эта духовная проституция, когда божественный разум поменяли на эту магию. И Так. я вижу, что вот этот, опять же, цветок, это роза, не зря я это Мгм. символы шли, я вижу, и я слышу розенкрейцеры, это Мгм. какой-то ритуал, какая-то организация. Вот я вижу в секторе магии такой символ, такой красной розы, еще-то черные шипы такие, и там как будто бы два столба и камни такие. Я вижу, что это как дверь в секторе магии. И туда Мгм. люди заходят, тайное общество, тайный ритуал посвящения. И, и после Мгм. этого я вижу, как, ну, сейчас я не знаю, то ли ее там умертвили, то ли нет, потому что после этого ритуала я вижу, что ее душа вышла как будто бы зомби, вся ледяная, и такой испуг, вот такие глаза, как зомби, Мгм. огромные, в таком леденящий ужас. Нет, она говорит, ее убили. Мгм. И с этого Понятно. момента ее буквально начали, считывается, как распинать. То есть это стало как очагом, ам, считывается распыление сознания в магическом вот этом эгрегоре. И Мгм. сейчас я посмотрю, где в теле. Вот правое колено у нее, вот эта шея, она Так. чувствует здесь, и правое колено, а сила ее вот как бы из живота вышла. А вместо этого этот магическая, вот этот ужас, страх в первой чакре. Мгм. Даже это не первая, а как бы вторая, ну так говорят, чакра, этот центр. Но я вижу физическое тело, я вижу, что это женское место, да, Мгм. э, сила, Гениталия? Да. Мгм. да, да, что, но оно буквально Так. считывается матка, то есть это Ага. центр творения, Так. Хорошо. центр Спросил ли... создания Ага. реальности, физической и духовной реальности, женское святое место.
Мгм. Ш- Спроси у Оли, а, сознательно ли она пошла на этот ритуал, или это было насилие со стороны? Сейчас я посмотрю. Я вижу, Мгм. что когда эти люди заходят в эти, как такая длинная, ну, два столба каменные, и как будто там такая, ну, по-украински идет фирточка. Фиртка — это как же это сказать? Ну, ворота широкие, а когда человек туда заходит, калитка, вот, Мгм. калитка. И я вижу, что ее уже туда ведут, связанной и босиком, а руки связаны сзади. То есть ее Считывается насильно привели. насильственно, да. Мгм. Так. А, давай посмотрим, что произошло, когда происходил на дне ритуал, а, когда был Да, они ее говорят, засосали. Да. они нашли девственницу, они говорят. Они нашли девственницу. Мгм. Вот я вижу ее лицо. Так. И а, когда, когда Оля этот контракт, это соглашение дала, А в а, этом моменте ужаса я вижу, что считывается, что ее представили Люциферу, как подарок. мгм, А вот это изображение, ну, так бы, как бы замороженный такой силуэт ледяной, как подарок. А он взял вот эта эгрегориальная эта структура в форме Люцифера, как будто бы взял, и у него где живот, как карман такой черный, и он этот карман вот так открыл и туда ее положил. А в этот момент у нее внизу живота образовался такой, как источник, как будто бы свет такой черный, как иглы, который вот так вот распространяется очень быстро. И вот м, эта сигнальная система, которая оповещает о, о приближающемся горе, я слышу. мгм. А что это образовалось в ее животе? Что это за энергия с шипами? Эта энергия, она выглядит как, считывается, потухшая звезда. Это как очаг, который как магнит притягивает эту магию. Мгм. Так. А эта энергия, как она влияет на Олю? Как она проявляется на физике? Ну, я вижу, вот она вот так раз и руки положила, а потом вот так. Потом я вижу у нее в руке как маятник, карты, такие большие, как Таро. Мгм. Вот. Притягивает всю И магию, да? вижу, да, Мгм. символ пятиконечной черной звезды, а внутри этой звезды вот этот призрак, это точно как снежинки, знаешь, бывают такие большие снежинки, они такие Мгм. замороженные. Вот точно так же вот силуэт этой девушки внутри этой звезды. Это и есть тот магический контракт, который притягивает. Она пытается все время, пыталась раньше, да, Мгм. как бы пройти снова этот опыт, чтобы его завершить. Это как незакрытый гештальт, говорят, да. То есть вот этот Мгм. контракт активный, магический, вот он притягивал такие же ситуации, и в этот Да. момент это я слышу струны, струны. Мгм. И вот эти 5 соучастников, они как струны вот так, чух-чух, знаешь, как это пауки, и муха Да, там паутина. прилетит, и она начинает дрожать. Вот точно так же, ну, и вот я вижу вот это крылышко, вот эта струна сейчас заиграли струны энергетически, и вот здесь вот, ну, вот так вот. Я не знаю, ты видишь? Да.
Под правым плечом. Мгм. Да, да, вот тут и такое крылышко, вот одно, А что обозначает это крылышко, Виктория? Что прозрачное информация? сейчас. И пятнышко такое черное, там, как это, как уголек. Магический контракт считывается, разрешение себя как бы съесть, Мгм. стать пищей. Вот, и также я рассматриваю это крылышко. Это там считывается тоже, это замороженная субстанция, это нервная система считывается, энергия, информация, которая вот застыла с этого времени. И опять звучит Розенкрейцеры. Так, это организация. Хорошо, Виктория, давай тогда посмотрим этот контракт. Я приказываю всем сторонам этого контракта проявиться и встать по старшинству. Сейчас я вижу вот эти люди в черных накидках, они уменьшились и стоят, и у них руки спереди связаны, а в секторе интерферентов появился такой спрут Мгм. и лапы такие вот эти, как живые, и он вот так занял этот спрут, все нижнее пространство вместе с этим магическим пространством. То есть это символизирует, вот, и у него голова такая прозрачная, как энергетическая субстанция, считывается поглотившая Олю, то есть в этом общем эфирном пространстве ее частица, Мгм. а также соучастники, вот эти соучастия живых людей, благодаря которым вот произошло вот это. И это буквально считывается, что Олина душа как будто бы горит в печи до сих пор. Вот это не зря же говорят, это рай и М. считывается А, пекло. А пекло м, это как ад. да, мучение, страдания. Да, и именно вот эти контракты, это и есть тот ад, где эта душа страдает и мучится до тех пор, пока не расторгнет этот контракт и не освободится. Мгм. Так, а вот эти люди со связанными руками, которые стороны контракта, кто они такие? Ты видишь этих людей? Я вижу только, там проявляется только одно лицо, считывается Сережа, а все остальные, какая-то Мадлен за ним идет, а, а все это как не они, а их сущности черные. То есть эм, Мгм. считывается это как матричная деформация. То есть эти магические энергии, то есть это э, считывается колдовская сущность, Ага, так, твари. понятно. Мгм. Поэтому у них нет лица. Мгм. Хорошо. А Оля с кем конкретно заключила контракт? А с этим, вот у него зуб такой, рот открыл такой маленький, этот спрут, а у него такой черный зуб. Он ее как Мгм. будто бы съел. Матрица, магическая матрица. Это М, считывается как познание себя через магическую матрицу. мгм. А, это Виктория. На что Оля согласилась в этом контракте? Ну, вот это я слово уже слышала, Так. инкарнация. И я видела, а сейчас я слышу пять инкарнаций, прежде чем выйти на свободу. Я вижу, что идет договор в определенном количестве энергии, которая накапливается там, а потом вот как эта черная энергия в ней тогда взорвалась,
И М, начала, это как заражение, это как гриб такой есть. На него наступишь, гриб-пороховик, а да. он вот это все опыляет. Вот точно так же. То я вижу, как это ее сияющая энергия в этом спруте накапливалась, но она так не взрывается. Она просто вот так потом растекается, она все растворяет в себе. То есть это как будто обоюдоострый меч для этой магии. То есть они сожрали, попользовались какое-то время, но как только контракт совершается, и человек на уровне сознания вот принимает решение его расторгнуть, то эта система магическая уже не в состоянии удерживать эту Мгм. силу, потому Так. что она М, животворящая, эта сила, мягкая такая, мгм. нежная, но очень сильная. Так, Виктория, такой вопрос. В чем выгода этого спрута, в этом контракте? Я вижу, что он стоит и вот так перебирает, как будто четки. И в этом есть такой этот человек, который в автобусе стоит и смотрит. Он как будто бы от спрута пришел, Мгм. подготавливает Олю к предстоящему происшествию. Какому-то опять М, какое-то несчастье, так, ага. происшествие. То есть они готовят какое-то происшествие? Да, я вижу то, что Оля падает. Она падает, она теряет равновесие и падает. Мгм. Это завершающийся контракт, ее выбор. Это внутренний целитель ей, с одной стороны. Подсказка, это так работает сигнальная система. Вот. Мгм. Она оповещает о предстоящем. Так и звучит падение. То есть с их стороны готовится вот это происшествие, а со стороны ее божественной души, внутреннего целителя, тоже готовится. Она тоже готовится эм, к тому происшествию, которое готовит программы ее. И Мгм. только, то есть этот контракт, эти все люди, которые как паутиной связаны, подтягиваются, получается противостояние вот двух реальностей: темной магической и светлой божественной. За ней Так. стоят вот в божественном пространстве вот эти лица. Это считывается светлый разум, чистые боги, которые стоят за ее божественной душой и как будто бы, э, ну, по-украински я слышу, спостерігают, то есть наблюдают и руки так протягивают, помогают. Как Мгм. только она решает от этого отказаться, сразу такие руки помогают ей. Так, Виктория. Спроси у Оли, в чем ее выгода? Зачем ей был нужен этот контракт? Я вижу, она тогда мотает вот так головой, показывает 5, говорит, 5 поколений себя. А, для того, чтобы расторгнуть контракт, на основе умственного решения. Мгм. И я вижу вот так вот, говорит, отказаться навсегда. И я вижу, как в секторе магии эти столпы, которые стоят с этой калиткой, они просто растворяются, исчезают. Говорит, сила противостояния. То есть я вижу, что эти 5 инкарнаций, которые она прожила, это, с одной стороны, накапливалось, она теряла энергию, эту жизненную, но она никуда не девается, она просто как бы спряталась. А с другой стороны, сила разума,
способна как бы достать эту энергию с любой ситуации, расторгнуть любой контракт, потому что на самом деле это всего лишь, ну, оно такое, знаешь, это энергия, как туман. Я вот даже куда смотрю, Мгм. он Да. сразу растворяется. То есть оно просто имеет такой эффект, как будто бы пугает. Этот страх — это именно тот механизм, тот внутренний страх, который во время контракта был получен. Вот он как раз и сигнализирует, и эти вибрации страха человека пугают. А на самом деле, то есть это ее страх, это не внешний. И если с Мгм. этим страхом Си си справиться, то ничего не страшно на самом деле, потому что этого ничего нет. Это всего лишь пустота, которая захватила этот свет. Но этот свет, он же прожигает, буквально так считывается, я прямо вижу. С одной стороны, они пользуются этим светом временно, они не могут вечно удерживать душу. Она буквально с одной стороны накапливается, с другой стороны оно прожигает эту систему темную. Мгм. Так. И какая конечная выгода Оли в этом процессе и в этом контракте и, а, его расторжении? Я слышу жизнь без плоти. А что это Что означает? это обозначает? Без плоти. А это обозначает жизнь, отвязаться от той плоти, которая запомнила эти страдания. То есть, получается, этот контракт хранит энергию страдания плоти, тела, страх, этот ужас, окаменение, которое она испытала 5 воплощений назад. И это прописывается в ДНК, в ее физическом теле сейчас, хотя этого ничего не было никогда. Мгм. И вот эта вот память, она и приводит к старению, к болезни. Так получается. Да, да, то есть это Мгм. дефект, это искажение считывается, дефект времени. То Мгм. есть вот энергия этого времени, она хранит, это считывается как булавка, как укол, да? Мгм. Так. Да. Так. Хорошо, Виктория, давай вернемся к этому контракту. Да. М. Спроси у Оли, каким образом она попала в эту ситуацию, почему она допустила, что ее связали, и утащили в на этот ритуал. Ну, я ну, слышу слово рабство, и я вижу, Мгм. что ее украли. А украли какие-то верблюды. На верблюдах утащили. Странно. А, М. идет такая информация, что ее украли. Я вижу песок, это все полосатые такие какие-то тюрбаны, я слышу. Э, Бедуины какие-то, да? Что-то такое, да. А потом считывается, что продали на европейских рынках. Мгм. И где-то вот в Западной Европе. Мгм. Эти розенкрейцеры выкупили. Сейчас я посмотрю. Мгм. Да, я вижу, что а, говорит кто-то красивая и дает как будто бы золотую копейку, а этот такими желтыми зубами гнилыми пробует эту Мгм. Понятно. копейку. И они ее уводят. Вот руки связаны, повели. Так, хорошо. Это от Посадили этой за стол. так. А, а я вижу, люди ходят. Считывается умывальницы. Они ее умывают, девушку эту.
с мисками, с Подготовлен. такими девушки, ну, женщины ходят, Мгм. какие-то одежды такие странные у них, типа монашеские, что-то такое, черное, белое, как такие эти, что-то здесь такое На высокое, голове, на голове что-то такое, как да. тиара, что-то. Ну, Ну, как как у одежда монахов. такая, Мгм. что-то. Ну, не так, как сейчас у монахов, ну, как-то так вот так. Какие-то странные то ли шапочки такие, то ли что-то такое вот. Да, шапочки такие. Вот. Так, Умывальницы, мгм. Так, эта ситуация понятна, Виктория. Отсоединись от нее. да. Вернись к тому событию, когда ее поработили. То есть ситуация, где она могла бы предотвратить эту ситуацию. Выбрать другой путь. Да, да, выбрать другой путь. Я вижу, слышу, считывается энергия отца. Отец ее куда-то зовет, они куда-то шли. Мгм. А Так. тут я вижу, что отец ее оставляет дома, закрывает дверь. То есть ситуация меняется. А она так обрадовалась, прям подскочила. Ну, девочка такая молодая. Мгм. От радости, как козочка, подскочила так вот чих, вверх. И я вижу, она садится и читает книгу, перелистывает. Сейчас я спрошу, что это за книгу. Мгм. Спасибо. Она мне пальчиком таким красивым вот так повела, показывает, вот так вот кружочком как-то повела. Она говорит, что считывает свою судьбу. И Мгм. я вижу, как она глаза поднимает и говорит: "Я вижу тебя", и показывает ладонька, такие пальчики красивые. Говорит: "Через 5 поколений". М. То есть в этот момент я вижу, она как бы и вижу в секторе миссии, как будто вот эти, эм, считываются как, силы добра, как будто бы руку ей протянули в тот момент, увели от опасности. Мгм. Так, это как сейчас меняется эта ситуация, да? Да, и я вижу, как этот, который там стоял, ее так тыкал сюда. Мгм. В Это этом к нему ритуале? возвращается, да. Мгм. К нему же это возвращается. И я вижу, как это все застонало. Сектор магии застонал, как будто бы заурчал, как болото уходит вниз, такой воздух какой-то, знаешь, как бурчит. Вот. И в этот момент слово Розенкрейцера, и у нее от руки вот это так шух с ладони, и отпало это все. И эта кнопка вдруг покраснела, Мгм. которую она вот так нажимала, и она так смотрит, а эта кнопка покраснела и забулькала. Вот так вот, как будто бы это какой-то химический, какие Реакция какая-то. реакция такая, так Мгм. забурлила. И оттуда такое лицо вышло какое-то, вот с правой стороны. Мгм. Что это за лицо? Виктория, посмотри, чье это? Он встал, вот так и стоит дедушка такой. Мгм. Так, кто он такой, дедушка? Одет, как этот Хоттабыч, и энергия у него такая. Так, Считывается старый колдун. так, приказываю этому колдуну назваться. Кто он такой? Пусть отвечает. Он говорит, что его, ну, по-украински слово звучит пришпилили, то есть это как булавкой так прицепить. Мгм. И я вижу в тот момент, когда украли ее и посадили, одели так вот и посадили на верблюда. А он
Так, то. А он какой-то дух пустыни. Я вижу, что он умерший человек. Вот его кости там лежали в пустыне. А когда этот караван прошел, то этот человек, который там, как Хаттабыч выглядит, дедушка такой, Мгм. вот он как бы там сидел над этими косточками, и тут раз проходит этот ам, караван, и эта девочка, у нее как М. будто бы вот в груди тут как булавочка, она вот так вот вся сжатая. Я вот Страх. посмотрела за эту всю, она вот ее вообще не видно, она вся накрыта, и так вот везут ее. Она вся вот так вот там дрожит. И энергия такая страха, вот это все. Она там так дрожит. И И вот этот он привязался, м, да, то есть она, так и считывается уязвимость. Вот как бы открыта ее энергосфера, и вот эта жертвенность ее притянула этого человека. мгм. Так, этот дух, до сих пор в ее пространстве находится? Чья информация? Этот Хаттабыч. Он говорит, что он пришел напомнить о себе. Что он никуда не девался, что он путешествовал и буквально вслед за ней. Я вижу, как он буквально, вот ее душа как бы уходила, а он за ней, Мгм. следом. И я вижу, что именно этот контракт его удерживал вместе. Мгм. Да, хорошо. Вот этот контракт, Виктория, посмотри. Э, так, и Оля, пусть на Надо физике. его, давай сначала его Да. отправим, Ага. этого Хаттабыча этого. Хаттабыча, ну как-то его там нас зовут, то есть Саид, то ли как-то вот так. Да, хорошо. Вот этот дух, передай ему, что он может выбрать то место, где отдыхают души, покинуть Олю, забрать всю его энергию, оставить всю чужую энергию и отправиться туда, где отдыхают души. Да, я передаю, что Оля решила в этот момент отказаться. И я вижу, что она отказывается, сдирает это полотно из двери, что это было укрепление этого союза, когда она попросила эту женщину, типа, почистить ей дом. А Мгм. сейчас она это отказывается, снимает это покрывало и отдает этому Саиду, этому Хаттабычу. Я передаю Оле, чтобы она в этот момент ничего не было. Она выбрала другую ветку реальности. Она осталась дома и мимо этого Саида не проходила. И тогда она чувствовала себя прекрасно, будучи у себя дома под защитой отцовского дома, под защитой Всевышнего, своей божественной души, своего внутреннего целителя. А мне идет так проведение внутреннего. И я Мгм. вижу, как ее пространство осветляется, становится большим, Да, пусть а она он это. Да. жалуется, что он умер. Я ему передаю, что он имеет полное право собрать все остатки его души со всех тех мест, из этого точно. Я вижу, как ветер налетел, и все, этого Мгм. косточек этих нету Улетел. больше, все уже. Хорошо. Передаю Оле, чтобы она полностью его отпускала. А он пусть закрывается в том пространстве, где ему хорошо. Я оставил Олю в покое, а Оля пусть забирает все ее, а все чужое отдает вместе с ним, все, что принадлежит ему. Хорошо. Пусть подготовится, и Оля на счет 3 я посчитаю, и все это произойдет. Оля даст все его энергии, заберет Оля все ее энергии и закроет порталы. На счет 3 это произойдет. Один, два, три. Да, я вижу, как вот эта ткань, которая ей покрывала, накрыли, Мгм. она вот так вместе с этим страхом, вот так замороженная, так и ушла.
Вот, а я передаю Оле, чтобы она наполнилась внутренним светом и забрала весь тот свет, который она потеряла во всех этих своих предыдущих Инкарнация. Мгм. воплощениях и инкарнациях. Вот. И я То вижу, есть, да, она заберет. нажала Мгм. на эту кнопку, которая бурлила красная, а сейчас она такая вялая, вообще не как замерзла. Она нажимает, и я вижу, как вот сюда, где была эта черная такая, как шарик и такой вихрь, то вместо этого она вытаскивает ту себя замороженную. Вот оно что. Вот это Мгм. она. Я ей передаю, чтобы она сейчас соединилась своим, а, ну, С своей силой остальными всеми внутренней, да, а энергии. этот Да. страх преобразовала в свою силу, потому что он ей служил, он ей напоминал, и сейчас она пусть расторгнет контракт. И я вижу, как этот рот этого спрута открывается, и выходит эта девушка в этом платье, которую там на столе Мгм. держали. Так. Вот, она буквально как будто бы из пещеры выходит, из этого рта, а этот спрут уже не живой, а уже сползает вниз, и я передаю Оле, чтобы она, вижу, что она тянется рукой вниз, а там как гроздья и такие, о, Что это за энергия? такие как Мгм. шары, такие светлые. Мгм. Считай, Виктория, что это за энергия. А Шары. это считывается ее род. Ее Мгм. воплощения, которые были потом, которые она, считывается, использовала, чтобы прийти сейчас. То есть вся эта выстроенная матрица и все эти души с ней связанные, которые попали в этот эгрегор, они сейчас выходят вместе с ней. Считывается Мгм. освобождение рода из плена. Так. И Вот вот я пусть Оля, вижу тот момент, да, я какой слышу "Пия", и вижу тот момент, когда она буквально увидела это. считала, Мгм. вот. И я вижу, как она, эта девочка, э, м, Пия считывается как или предвестница, будущего добра. Вот в том еще, пространстве, там же нет времени, все в Мгм. настоящем. Закричала бабушка радостно, и они, вместе, я вижу, как взялись за руки и пошли. А она взяла на руку, вот так держит, говорит, ее дочь, что Пия — это как внучка, которую Мгм. она ведет. Это ее будущее. То есть через эту девочку она опять придет. Мгм. Так. Пусть Оля очистит, все вот эти телесные, отпечатки, страхи, все эти боли, все искажения, которые она получила на всех ее воплощениях, между воплощений. Пусть очистит ее эфирное тело и физическое тело от этих искажений. Я вижу, что, в теле как будто бы порталы такие, как трубочки черные вставлены. Я Оле передаю, что это ее пространство, и они ей служили, а сейчас они ей не нужны. Пусть она их просто убирает. И я вижу, как она убирает, и они просто растворяются. Мгм. А она поднимается вверх, и крылья образуются сверху, вот сзади. А это крылышко, вот которое вот спереди почему-то оно было такое, как у Насекомого. Мгм. насекомого такое длинное. Она вот так, с хряпом так ну, отломала его и тянет. И я вижу, потянула, и где правая грудь у нее, там потянулась такая черная энергия. Я сейчас засчитаю, что это. Это что это за энергия? Я вижу, что на эфирном плане
Там как будто бы у нее к груди вот несколько, кто-то присосался, присосались такие энергетические вампиры, считываются. Связь считывается М. с Люцифером. Я передаю Оле, что она расторгла свой контракт. Ничего этого не было. Она забрала Мгм. всю свою энергию со всех своих инкарнаций и сейчас может приказать этим вампирам убраться с ее пространства и отдать всю энергию. Ее энергия возвращается, считывается как нектар, как будто бы. Мгм. Я передаю ей, чтобы она полностью наполнила ее тело, ее грудь, вот это место с любовью к ней самой, энергией здоровья, гармонии, процветания. И очистила все ее пространство от чужеродных энергий и закрыла все порталы, а ее энергетическая оболочка и ее М. фильтр отныне и всегда пропускает только любовь, заботу, гармонию, процветание, творчество, а все, что не соответствует конам жизни, нежно и благородно этот фильтр отправляет туда, откуда оно стучится. И отныне и всегда Оля чувствует свою силу внутри себя. И я Так, вижу, как она чик-чик-чик-чик закрывает эти, как будто бы замочки такие. Все ее пространство очищается, и перемещается она в какое-то девятое измерение. Сейчас я мгм. посмотрю, что это за девятое измерение такое. Там оно выглядит, как будто бы все сидят за праздничным столом, такие энергии. Мгм. Считывается праздник души. А эти энергии, эти люди, как будто бы, или души, или, ну, они, я не вижу их, я их чувствую, как будто бы энергии такие. Они радуются и празднуют освобождение. И я вот послушала, что они говорят. А они радуются, передают друг другу, так как этот, знаешь, друг другу говорят, говорят, Мгм. а, что Оля освободилась, освободилась. Говорит, пришла к нам в союз добра. Мгм. И я вижу, как вместо этих пут на руках и ногах у нее образовался вот эта связь с первоисточниками, светлыми душами. Она перешла как в матрицу света. Оно вот так изнутри, из сердца, вот такие, как протуберанцы. Она как солнце светится. Вот. И этими Мгм. протуберанцами она связана уже с светлым пространством во внешнем. То есть она полностью отрезалась, отсоединилась от темного пространства. Я вижу, как этот символ Люцифера, который там стоял, он изогнулся, исчез, и этот символ тоже исчез. И Мгм. эти вот, которые, как будто бы этот сатана или дьявол, Люцифер, вот сейчас только я увидела, что это за палки такие были. Это как будто бы он на ее сердце ногами стоял. Вот. Оно тоже, он перевернулся и упал. Она все очистила. И я вижу, как ее вот этот центр энергетический, вот, как Тор включился. Мгм. И Коронная вот все эта. говорит, она свободна, свободна. И везде такие я руки вижу. Вот так вот, Мгм. как ладони. Сейчас я посмотрю, что это. Это символ освобождения. Вот, вот как изменилось оно. Вот она тогда Мгм. рукой нажимала как бы на эту паразитическую кнопку. Так сейчас она свободна. И свободна творить и принимать добро. Так, отлично. Хорошо, Виктория. Очищаем пространство, отсоединяемся от этих ситуаций, которые мы проработали.
Да. поднимаемся повыше. Мгм. Мгм. А, так, в той ситуации, когда Оля видела мужчину арабской внешности и что-то шептал, эта ситуация что обозначала для Оли? Оно считывается как матричное приглашение, то есть это как напоминание с одной стороны о Мгм. предстоящем, вот что матрица выдумывает, ну, планирует новое какое-то происшествие, а с другой стороны ее душа, это Мгм. тоже как знак, предупреждение, но так как Оля уже свои контракты порасторгала, то есть душа имеет силу, то есть ее божественная душа. Так, хорошо, Виктория. Отсоединись от этой ситуации. Да. Так, сейчас, еще раз войди в поле Оли, Мгм. посмотри, что с голеностопом. А, есть ли там какая-то тяжесть, блок, что-то такое? В этот момент, вот ты говоришь, а мое внимание сзади на спине. Я ее развернула, М, а у нее так как будто бы такой шлейф черный по позвоночнику и такие черные крылья. Я ее сейчас спрашиваю, зачем она себе это оставила. да, она отвечает. А, вот оно уменьшается, растворяется, она смотрит туда, вот он ничего не говорит, просто смотрит, как будто бы вот так обернулась и смотрит. Мгм. Вот. И я То ей есть, А вот голеностоп, то есть оно мгм, растворяется, и вот проявился, это как связь с этим контрактом, мгм, которая постоянно это как бы направляла ее жизненные решения, действия, куда нужна матрица магическая. Я ей передаю, чтобы она убрала эти темные энергии, и буквально она вот так вот сделала, будто бы вдохнула, ну, дыхание жизни сама в себя вот так вот. И я вижу, как там, где нога была как бы не то, что пережата, а вообще перерезана этим черным, мгм, то сейчас она наполнилась, и эта энергия черная отпала. Я вижу, как веревка развязывается, спадает. Вот, я передаю Оле, чтобы она вернула всю энергию своей силы. Она твердо отныне стоит на ногах, на земле, земля ее держит. Она здесь и сейчас, в своем теле, в своем разуме, в своей божественной душе. Она целая, целостная и цельная. Она мгм, уверенно идет своим путем и делает выбор. Вечная жизнь, здоровье, гармония, процветание. Это мгм. ее решение. Я Так, вижу, как хорошо. появляются крылья, и она с этих Мгм, программ просто вылетает. мгм, И еще какая-то энергия так прозрачная уходит из плечей, считывается носить невыносимое. Я ей передаю, что ничего этого прошлого нету. Она здесь и сейчас. Пусть растворяет все чужеродные энергии, все прошлое больше не имеет над ней власти. Имеет власть только ее собственный выбор и ее божественная душа, гармония и процветание, и связь с божественным источником, связь с собой. мгм. Так, Да, посмотри на ее шею, вот эти струны, которые были, полностью ли ушли? идет ответ гармонизации. Мгм. Хорошо, Я пусть. передаю, чтобы она запустила процесс очищения физического тела. Почему-то идет Мгм. 7 недель, как будто бы укороченный срок.
в 10 раз. Я говорю, ну хорошо, пусть будет 7 недель, и она полностью считывается, остановит старение. Отлично. Мгм. Я ей А, передаю, что она хочет, вот я вижу, как она вот так живот, да, это как носить это чужеродную эту энергию. Пусть она эту лишнюю энергию, как самосаботаж, отправляет туда, откуда оно все пришло. Она здесь и сейчас творит свою реальность, которую создает по собственному образцу. мгм. Я вижу, как меняется ее фигура, тело, лицо. Все подтягивается, молодеет. Я ей передаю, что она может в своем воображении сейчас запечатлеть себя стройной, красивой, молодой, гармоничной, здоровой. Вижу, как она выбрасывает эту из правой ноги какую-то штуку. Вот. Отлично. Преображается, да? Здорово. Да, хорошо, Виктория. Теперь считай информацию. Вредили ли ей те ситуации, когда она сдавала кровь? Вредили А, ли эти процедуры сдачи крови? ну, не знаю, идет вот так информация, что ей нет, а людям да. Мгм. Хорошо. Так. Считай такой информация. Пыль, которая появляется в ее пространстве, то есть в ее жилье, имеет ли какой-то зацепки, магию? Нет, да? Так, хорошо. Нет, мне идет почему-то пылесос. Что это обозначает, что тебе пришло пылесос? Пылесос, может быть, это неправильно работает? Вот я вижу пылесос, который находится в секторе магии по отношению к Так, Оле, а считая информацию, почему пылесос находится в секторе магии? потому что Оля так решила, А, так, а спроси Оля, зачем она так решила? чтобы он делал пыль специальную. Мгм. Передай Оле, что она может сделать, чтобы пылесос наоборот все чистил и гармонизировал. Если хочешь, Считывается, она... что она создает эту пыль свою, ну, как Мгм. будто бы Так, она дает энергию, она верит, что это, ну, как бы способ вопросы магического веры. мышления, да. Мгм. Хорошо. Так. Хорошо, Виктория, от этой ситуации отсоединись. Мгм. Так. Значит, Оле приснился сон, что человек вел собаку на поводке, где она сильно испугалась. Что обозначало это видение для Оли, Так, этот сейчас я сон? зайду в этот сон, одну М, секундочку. Так. Я вижу, что вот этот жирок у нее на животе, он работает, как улюлюкивает ее, как будто бы успокаивает, подключкать, и это со сном как-то связано, тянется в сектор интерферентов и говорит, не трогай камень. И М, опять этот какой-то камешек появился. Вот Так. эта женская энергия, как булыжничек такой. М, Так. Что это за энергия, Виктория? Считай информацией, что это за булыжничек. Энергоинформационный. Это как, знаешь, как будто бы эта женщина, как будто бы кинула камень в ее пространство. А она взяла его, подняла,
Мгм. обтерла и положила вот в сектор интерферентов. Считывается, приняла как свое. Избыточная считывается суггестия. Мгм. То есть она саму себя загипнотизировала Мгм. своим мышлением. Я бы сказала, что это неправильная рефлексия, то есть принимать к себе то, что тебе не принадлежит. То есть включить Так. совет мой, да, как Мгм. такого внутреннего пофигиста, не брать и близко к сердцу ничего. Ну и что когда-то было. Сейчас я посмотрю, что это у нее М. чувство вины, я На вижу. Да, на чем оно держится, это Ну, вот чувство это вины? занятие этими ритуалами, вот я вижу этот маятник. Мгм. Я Так. передаю Оле, что у нее внутри есть самый лучший определитель истинности– это ее физическое тело, это ее интуиция. Тело никогда не врет. Пусть она свое доверие перенаправит, заберет из внешних Мгм. источников к себе, потому что вся истина в ней. Я Так. вижу, как она отодвигает своими руками такие камни. И вот этот сон я увидела сейчас, Мгм. как человек держит собаку, а собака так лает, вырывается. И это тянется куда-то к левому бедру, там где тазобедренный сустав, вот туда. Так. Посмотри, теперь Страх. Мгм. Страх начнешь сначала, говорит программа. Так, что это за программа? Где она находится в Это говорит, пространстве, Оля? это говорил ее тот контракт, который она расторгла. Мгм. То есть этот лабиринт самосаботажника. Вот. Я передаю Так. Оле, что это ее сон. Он ей подсказал, что в ней есть страх, что в ней есть опасность. Пусть она поблагодарит и сейчас войдет в этот сон и примет решение, вот, исходя из нашего сеанса. Времени же там нет. И пусть, вот как происходит. Я не Так. успеваю договорить, то есть оно уже свет этот разливается, поэтому и растворяется этот сон, и этот пес, и этот человек. Этот человек, этот вот этот, который был Хаттабыч, вот он. Мгм. Вот, я Ясно. передаю, что Хаттабыч ушел, его нету, ничего не было, пусть она стирает эти все со всех информационных полей всю эту информацию, оставляет себе только опыт Так, правильности хорошо. выбора, гармонии, М. процветания, силы воли. И буквально как будто бы Так. открутила этот сон, как лампочку выкручивают. Мгм. Всё отлично, пусть отправляет его. Проснулась, я вижу, застелила кровать. Мгм. Вот. А Хорошо. это светится, как такая черная лампочка. И опять идет сугестия. Ну что это такое? Ну, как бы внушение, М. самовнушение негативное. Я передаю Оле, что пусть она сейчас, в этот момент, внушает себе уверенность, радость, процветание, здоровье, заменит страх на уверенность, старость на молодость, Мгм. толстый живот на тоненькую талию. Ей нечего скрывать ни от себя, ни от людей. Она открыта к новым свершениям, к новым победам, к новой спокойной жизни. Она есть, и все. М. А она говорит: Викочка, благодарю тебя.
Я Мгм. передаю, чтобы она все стирала со всех информационных полей, убирала от себя все негативные энергии. Все эти люди, все эти камни — это они, а она — это она. Пусть отделит свои чистые, ее чистые божественные энергии от всех иллюзий, предрассудков, искажений. Мгм. Мгм. Так. Уходит в светлое пространство, вижу, как энергосфера увеличивается, светлая стала. Мгм. Хорошо. Так, Виктория, посмотри, что произошло с Землей, которая находилась Ну, в пространстве. вот как раз в этот же момент я это рассматриваю, и от нее идет информация. То есть у нее нет связи этой кармической. Она говорит, я больше не тиран человеческой воли. То есть она уже не в поле этого демонического, магического мышления, а в поле божественной, свободной энергии, свободных душ. Вот так и считывается девятое измерение. Как будто бы Так, за столом огромным все сидят и радуются. отлично. Хорошо. Так, спроси у Оли, все ли мы для нее сделали на этом сеансе? Всё ли? Она говорит все, но почему-то Мгм. мне снимает и показывает или дает кольцо с правой руки, с камнем Отлично. с таким. Так, что он обозначает, это кольцо с камнем? Сейчас я посмотрю. Мгм. Посмотри, Виктория, что это за энергия. В этом кольце звучит, что мы не дошли до главного контракта Люцифера. Я передаю Оле, что мы дошли до всех контрактов Люцифера, что это одна цепочка, и пусть они ее там голову ей не морочат, пусть она это кольцо разломает, я ничего не принимаю, никаких колец и ничьих убеждений. Я вижу, что в этом кольце как будто бы эта кнопка красная была внутри спрятана, которая бурлила. Мгм. Считывается, что это предубеждение, да, то есть какое-то, Да, ну, проявляем на свет эти ловушки, это ловушка, эти, да. да, проявляем на свет этот механизм, который они постоянно пытаются вернуть всю нас, и пусть забирают все их ловушки. Я передаю Оле, чтобы она вернула все. Я вижу, как это кольцо Мгм. разломалось. И оттуда, когда она вот поломалась все, М. выходит такая, как жемчужина. Считывается вера, уверенность в состоящемся дне. Да. Вот вера, ну, конечно, вера нужна в то, что все сбылось и все состоялось. Потому что эфирное пространство — это пространство программирования. И вера в это очень сильно нужна. Я передаю Оле, вот оно, как будто бы эта жемчужина соединяется с ней, и она вверх, как будто бы Мгм. она вот так вот, как вылилась на нее. Вверх поднимается, и вижу, как начинает сиять. Вот сейчас Оля начинает сиять и сияет, и говорит, я своя. Мгм. Я Да, передаю хорошо. Оле, чтобы она зашла в тот момент, когда она физически, ментально, духовно и своим физическим телом ощущает полную свободу, гармонию, процветание, жизнь. И пусть закрепит это Состояние. состояние, вот так даже может сейчас сделать кулаком и сказать «Я сила, я правда». Да. Хорошо, делает все отлично. А сейчас отпускает.
рука открыта, готова принимать жизнь, гармонию, здоровье, процветание здесь и всегда. Вот она делает, я вижу, как. М, О, Супер. и Так. сердце в этот момент, как протуберанцы энергии белой, такой светлой, полились. Мгм. Так. А что там, Виктория, с этим витаминами С? Как это происходит? Какими? Вырабатывается организмами витамин С для жизни. Я Есть? слышу, все дано по воле человека. Как человек себя воспринимает, так все и происходит. Мгм. Супер. Так, еще один вопрос здесь я пропустил. Левый глаз. Посмотри на у нее левый глаз. Все ли в порядке? Есть ли какие-то энергии чужеродные? Ну, я вижу, что от левого глаза как будто бы подключка такая, и он как бы заморожен, и это считывается как вот этот старый контракт. Я передаю, чтобы она полностью очистила свои глаза, все свое Мгм. тело от чужеродных энергий. Ничего этого прошлого нет. Оно так и звучит. Прошлого нет. Есть Мгм. только светлое настоящее и еще светлее будущее. Здоровье, гармония, зрение. Да, все прекрасно. Да, Хорошо, Виктория. От всех этих ситуаций отсоединяйся. да. Поднимаемся вместе максимально вверх. Мгм. Еще раз спроси у Оли, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Она вот так выглянула, она уже как бы ушла, выглянула из окошка и говорит, вот что-то она сказала такое смешное. Типа, ты что, не знаешь, не видишь ли, что все? Конечно, все, Ну, говорит. я могу добавить, что она может передать этот опыт в эфирном пространстве, чтобы люди, человеческие души тоже освобождались. Она Это, говорит, что она это сделала и показывает, что это произошло, когда она вот освободилась. И вот это как грона винограда я видела, как она мгм, да, вот прикольно. по этим всем пространствам информация вся разлилась. То есть ее новое состояние свободы, вот оно запечатлилось во всех тех местах, событиях, энергиях, где она присутствовала когда-либо. Мгм. Всё равно я благодарю Олю за ее труд, за то, что она достигла этой концовки. Это И процесс, благо да. да, благодарю ее, прощаемся с ней. Мгм. Хорошо. Отсоединись, Виктория, от всех и всего. Да. Поднимайся максимально вверх и проверь твое личное пространство. Ну да, чуть-чуть поприцеплялись вот эти, которые к ней там были. Помнишь, я говорила, такие, как эти вампиры. Мгм. Я Да. сейчас их всех, вот они роты пораскрывали, я приказываю им всех убираться туда, откуда они пришли, с моего пространства, с твоего, из пространства Оли, из нашего общего светлого пространства всего человечества. Отправляю всех на аннигиляцию, возвращаем свои собственные энергии, силу, гармонию, процветание. Каждый из нас имеет право на свое личное пространство. И я слышу, о, неуязвимо. Все, Мгм. все Супер. хорошо. Наполняйся энергиями любви, жизни, гармонии, Да. света, благодати. Отлично. Мгм. Все, Виктория, готова выходить? Да. Хорошо. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3.
Возвращайся.